Здравствуйте, господа. Начинаем вебинар, посвященный здоровью. Сегодня отвечу на ваши вопросы на своем сайте tibetan-formula.com. И ваши вопросы, связанные с вашим здоровьем, постараюсь быть как можно внимательнее к тому, что вы пишете. Итак, прямо сейчас я посмотрю, началась трансляция или нет. Все, идет трансляция, очень хорошо, и начинаем. Наталья, значит. Добрый день, Андрей Андреевич. Книжечка у меня тут, я ее уберу. Светлана, здравствуйте, Андрей Андреевич. Сейчас я посмотрю, звук есть? Внимание. О, хороший звук у нас. Итак, Светлана, здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, ребенку 2,5 года, давала месяц окситоцин и гипакс. Сейчас заказала Магнум Цит 300, цитрокальцамин. Можно ли продолжать давать гипакс? Да. Еще вопрос, если я буду принимать гипакс без других добавок, будет ли это оказывать какой-то эффект на организм? Да. Дело в том, что в гипаксе находится орнитин или L-орнитин, аминокислота, которая восстанавливает работу печени. Очень часто у людей, которые живут в обычной жизнью из-за экологии, неправильного питания, из-за стрессовых ситуаций, неврозов, клинически доказано и статистически доказано применение L-орнитина как вещества, которое восстанавливает функцию гепатоцитов и 100% стабилизирует работу печени. В большинстве своем люди, которые живут в том мире, в котором мы живем, они всегда имеют какие-то процессы, которые приводят к поражению печени. Это может быть сахарный диабет второго типа, вызывающий ожирение с жировым атовизмом или перерождением печени, жировым гепатозом печени. Это могут быть панкреатиты, хронические гастриты. Все это алкоголь, токсические вещества, которые мы принимаем вместе с едой, это такие незначительные отравления, которые постоянно происходят. Это отравление антибиотиками, отравление препаратами, отравление алкоголем, отравление глюкозой, отравление там, какими-либо веществами и так далее и тому подобное. Таким образом, можно сказать, что печень подвергается все время агрессивному нападению. Это гербициды, пестициды, которые мы получаем из пищи. И нашей печени необходима поддержка. Вот данный препарат Гипакс, он может помогать вам восстановить печень. Наталья. Здравствуйте, Андрей Андреевич, у меня долька сигма, запоры, гастрофагит. Пища как бы застревает в пищеводе. Надо чем-то мне запить миелодипома левого надпочечника и легочная гипертензия. Что можно мне попринимать? Спасибо большое. Смотрите, с чего необходимо начинать? Вы описали основную свою проблему. Ваша основная проблема – это высокая кислотность ЖКТ. Что необходимо делать и как это происходит? Появляется высокая кислотность желудочно-кишечного тракта, появляется общий ацидоз крови, что приводит к появлению молочной кислоты, которая в свое время приводит к проблемам с почками, в том числе мелодипома, приводит к появлению легочной гипертензии, так как развивается обширный атеросклероз. И это все связано конкретно с одной лишь проблемой, которая называется гастроэзофагит. Он же еще и отдельно, скорее всего, вы болеете заболеванием гастродуоденальное рефлюксное заболевание, гастрит и так далее. Чем это все можно лечить? Первое, как избавиться от запоров. Начните применять мой рецепт. Какой-нибудь сейчас я быстро придумаю. У меня есть в компании препарат, сделанный из сухих абрикос. Он называется хунза. То есть взяли высушенные абрикосы, их перетерли в порошок, высушили, и мы продаем его как чай. Вот смотрите, что нужно делать. Нужно взять самим абрикос или самим высушить абрикосы, либо купить уже готовый вот такой сухой порошок моей компании. И делать так. Возьмите одну пригоршню отрубей. Отруби легко купить в интернете. Одна пригоршня отрубей. И приготовьте 1 столовая ложка порошка хунза или сушеных абрикос. Заливается 1-2 стаканами кипятка. И добавляется пригоршня, не знаю сколько это, 100 грамм, стакан
отрубей. После чего, после остывания съедается это все. Не торопясь, без сладкого. Съедайте вот такие абрикосы с отрубями. Делайте это на ночь, и утром сможете увидеть уже нормальное состояние. Начните принимать продукты, в которых высокое количество деятельности пчел. То есть это перга, цветочная пыльца, это мед. Начните его принимать обязательно. Дело в том, что это поможет в вашем случае устранить проблему еще и легочной гипертензии. Далее, это может быть цветочная пыльца, перга, это может быть просто мед. Далее, одна, даже не так, четверть чайной ложки нашатырного спирта на 2 стакана теплой воды. Принимайте одну неделю по полстакана один раз в день. Это разгрузит, как бы очень быстро устранит вашу проблему, связанную с набирающим обороты атеросклерозом, разгрузит ваши почки и заметно улучшит общее состояние, уменьшит молочную кислоту. А теперь, какие препараты моей компании вам необходимо принимать? Первый препарат называется чай-железняк, 1 столовая ложка на стакан воды, не так, 1 чайная ложка или 1 пакетик на стакан воды, принимать 1, 2 или даже 3 раза в день, это все безопасно. Далее препарат Эмбрио Плюс, Демилон, препарат Гастронорм и здоровый желудок. По 1 таблетке 2 раза в день, утром и вечером. Также очень рекомендую принимать на протяжении дня 1 чайная ложка соды на стакан теплой воды, не кипятка. И можно выпивать полстакана утром, полвечером, можно за один раз 1 стакан. Принимайте на протяжении, ну, хотя бы 20 дней, все в порядке. Есть видео такое, и там человек говорит: Андрей Андреевич, в свое время я сделал видео, и там говорю в этом видео: принимайте сок лимона, и в случае, если вы будете принимать сок из 1 лимона, то вылечите свои глаза. И там очень много людей написало о том, что стоматолог нужен, там и так далее, и так далее. Так вот, я хочу вам сказать, в случае, если человек принимает сок лимона, то он вылечивает: первое, гастродуоденит; второе, гастрит; третье, заболевание глаз; снижается гипертоническое, уменьшаются титры, показатели, вернее, давления и так далее. С чем это связано? Дело в том, что в нашем организме есть 2 типа реагирования желудка или поджелудочной железы на пищу. Первый — это грубо реакция на поступающую пищу, и второе произвольное выделение, физиологическое выделение ферментов. То есть еще неврологическое, то есть человек переживает, у него невроз, в этот момент может выделяться соляная кислота. Кстати, именно так появляются основные виды вот таких гастритов. Я думаю, что это имеет вот такое как раз ярко выраженное нейрогуморальное влияние или нейрогуморальную такую первопричину. И каким образом это все необходимо, и почему я говорю, что при высокой кислотности нужно пить, как ни странно, сок 1 лимона. Это связано, да, так и есть, если появляется изжога, в случае, если очень булькает кишечник, в случае, если не работает кишечник. Высокая кислотность, низкая. Можно это снизить содой, но соду не нужно пить долго, так как в случае, если пить соду долго, она может повлиять негативно на деятельность почек, и в дальнейшем могут появиться камни в почках и так далее. Это связано с самой структурой двукислого натрия, да, двууглекислого натрия. Сода — это же двууглекислый натрий. Сода, формула. Гидрокарбонат натрия, да, двууглекислый натрий, правильно я сказал. Из-за того, что вот такая форма у соды, она имеет возможность в дальнейшем активировать выделение или образование соляной кислоты, а также создавать оксид
натрия, что является тоже токсическим веществом и фильтруется почками. Ну и в дальнейшем это может просто привести к появлению высокого количества молочной кислоты в организме, что в свою очередь может приводить к закислению, к общему ацидозу и, в общем-то, к ухудшению общего состояния организма. Да, прием соды полезен, но не длительный период времени. То есть можно принимать соду на протяжении, ну, 1 месяца максимально, но потом обязательно месяц-два делать перерыв. Ну и второе, как происходит. То есть повышается кислотность ЖКТ, после чего соду мы принимаем, сода щелочная, она подавляет кислоту и все. И второй вариант. Мы принимаем лимонный сок или сок одного лимона. Когда сок одного лимона попадает в наш организм, то организм реагирует, выделяя ферменты, которые будут защелачивать и которые будут нейтрализовать воздействие такой дополнительно введенной кислоты. В целом, в случае, если человек хочет вылечить ну, галитоз, там, плохой запах изо рта. В случае, если сильные гастриты, кроме язвенного заболевания, потому что при язвенном я бы не рекомендовал все-таки пить сок. Что необходимо делать? Берете 1 столовая ложка сока цитрусового, из лимона желательно, или из лайма даже лучше, и добавляете 1 столовую ложку яблочного уксуса на стакан воды. Можете добавить четверть чайной ложки меда. И вот такая вода, которую вы приготовите, или вот такой бальзам, его можно принимать 1-2 раза в день, и это будет восстанавливать работу вашего желудка. То есть пройдут запоры, исчезнут гастриты. Такие вот рекомендую при геморроидальных узлах. Рекомендую при метеоризме, при панкреатите и так далее. Сколько принимать? Ну, можно неделю принимать, потом неделю делать перерыв. Отруби, семя льна в это время очень хорошо принимать. Если у вас конкретно сейчас сильнейший гастрит, там болит желудок, то не начинайте с вот такой рекомендации. Или там неспецифический язвенный колит, он может привести к тому, что принимая лимон еще и с соком, вернее еще и с уксусом, это может спровоцировать появление расстройства, воспаления и так далее. В этом случае что предпринимать? В этом случае принимайте обычные пищевые дрожжи или второй вариант пивные дрожжи в виде пищевой добавки. И первое, и второе очень рекомендую. Скажите, пожалуйста, если нет чая железняка, есть таблетки, можно вместо чая таблетки? Если который няка есть? Да, думал, это мне звонят. Рисканым Жумабаева. Рисканым Жумабаева. Итак, здравствуйте, Андрей Андреевич. Когда к врачам обращалась во многом, мне не помогли ставить диагноз. Не могли ставить диагноз, понятно. По описанию симптомов похоже на вегетососудистую дистонию. Что бы вы могли предложить из препаратов ТФ и упражнения для большего получения кислорода? Смотрите, когда человек задыхается, то здесь два варианта развития событий. Это действительно может быть вегетосудистая дистония, которая развилась во время вашего невроза. Кстати, такого диагноза, насколько я понимаю, у нас на сегодняшний день не существует. То есть это просто разновидность невроза, психического заболевания или психиатрического. Когда человек задыхается, это может быть связано с гипертензией, то есть это просто артериальное давление повышается. Если не хватает воздуха, зеваете, вот так делаете, как будто вот не хватает прямо кислорода, ставьте тире и говорите, срочно нужен кардиолог, измерять давление, скорее всего, у вас повышенное артериальное давление, и к этому необходимо подходить немного с другой стороны. Обычно артериальное давление – это закономерный процесс, который возникает на фоне невроза, атеросклероза, плохой работы почек. Чем можно помочь? Препараты от гипертонии. Из моих препаратов это коэнзим Q10 совместно с препаратом тонизон, можно еще бетулиновую кислоту.
Если это вегетососудистая дистония, при вегетососудистой дистонии у человека широко расширяются зрачки, при этом у человека ощущение холода в конечностях, при этом у человека могут появиться панические атаки или даже какие-то симптомы, связанные с депрессией. В дальнейшем это может развиваться в состояние, при котором человек ищет выход какой-то, это называется обсессивное состояние или обсессия. Перейти в дальнейшем к какому-нибудь там уже более сложному заболеванию, это маниакально-депрессивный психоз, или биполярное состояние маниакально-депрессивного психоза. Одним словом, это может перейти в такие более сложные заболевания. Каким образом это лечить и что или о чем это говорит? Когда появляются вот такие ощущение, будто задыхаетесь, появляются панические атаки. Это как раз и говорит о том, что вам необходимо делать глубокие вдохи и выдохи в живот, выпячивать живот и не втягивать его, а как можно сильнее начать дышать, производить вот такие дыхательные циклы с выпячиванием живота. Желательно это делать на улице. Второе. Для того, чтобы это не повторялось, принимайте йод содержащие продукты. Обычно клинически наблюдая за людьми, у которых появляются признаки вегетососудистой дистонии, обычно физиологически есть признаки всегда вторичных заболеваний. Это, как правило, гастрит хронический, и второе – это заболевание щитовидной железы. То есть это либо гипофункция щитовидной железы, либо это аутоиммунный тиреоидит, ну, будь что. Могу сказать, что дополнительное применение или введение в рацион пищевых добавок с дополнительным содержанием йода приводило к тому, что облегчалось состояние человека, который болеет данным заболеванием. Таким образом, я могу вам посоветовать принимать мой препарат Йодис или Йодикс, по-моему, он так называется. Сейчас посмотрю. Йодиум 200 называется, иодид калия. Вот, я его рекомендую принимать его здесь 200 миллиграмм, по одной таблетке 3 раза в день можно даже принимать. Второе, в нашей компании есть препарат, он называется Паставит и Дитарекс. Дитарекс и чай, и препарат как раз при вегетососудистой дистонии. Успокаивает, убирает вот такие признаки, когда происходит ощущение замерзания конечностей. Почему происходит замерзание конечностей? Адреналин, который выделяется во время невротического состояния или панической атаки, он приводит к спазмированию сосудов как раз конечностей. Поэтому человек начинает ощущать внезапный холод в конечностях. Рук и ног, головы, может быть. И как раз устранить это все поможет препарат Дитарекс и препарат Паставит, который, в общем-то, и будет в дальнейшем сражаться с паническими атаками и возникающими неприятными физиологическими состояниями. Мариса Иса. Здоровья вам, доктор. Скажите, в лечении чего можно использовать зеленку, кроме дезинфекции ран? Виноградов в свое время написал статью, которую я читал очень давно. И там была работа о применении каплек зеленина в ходе устранения стафилококка, который возникает на фоне ложного крупа у ребенка или у взрослого при заболеваниях ложного крупа. То есть это воспалительные процессы пищевода, воспалительные процессы диафрагмы, воспалительные процессы желудка. То есть вот в таких случаях можно. Я знаю точно, что в некоторых случаях использование разведенных каплей зеленки или каплей зеленина приводило к уменьшению или к излечению заболеваний гайморит или гайморовых пазух, когда закапывали. Но пить зеленку в народе считается при заболеваниях вот гайморит, при опухолях носоглотки и так далее. Я не поклонник, но наша медицина говорит, что данные капли могут привести к появлению оксалатов, и это очень опасно. Но на самом деле, разбирая капли зеленина и смотря на их действия, могу сказать, что в такой концентрации, даже в случае, если выпить целую бутылочку за один раз, это не приведет ни к каким плохим последствиям.
Ну, к радости это совершенно безопасное, ну и совершенно бессмысленно принимать их перорально, там, парентерально или еще как, ректально, назально. Поэтому капли внутрь зеленку не пейте, не нужно. Ночью через 2 часа приходится вставать в туалет. Днем совсем реже. Андрей Андреевич, посоветуйте травку какую попить. Вачка, я не могу понять, по большому или по маленькому. Дело в том, что это же две разных травки. Если по маленькому одна, если по большому другая. Поэтому напишите мне. Если по большому, при поносе, при расстройствах желудка, хронических расстройствах желудка, я сделал препарат, он называется в компании Porcus Coctus. Но вы можете использовать такой старый народный рецепт, проверенный годами, называется поносное яйцо. Что делать необходимо? Необходимо взять яйцо куриное сырое, отделить желток, через ситочко вот этот белок процедить, чтобы он как бы расслоился. После чего на один белок добавляют 1 чайную ложку порошка черного перца и чайную ложку, сейчас, черного перца, правильно, и на кончике ножа добавляют сухие пищевые дрожжи. И потом смешивают это все и принимают следующим образом. На ночь четверть чайной ложки. Без воды, обычно так его берут, съедают и запивают водичкой. По маленькому поможет 2 травки. Одна называется, тысячелетник. Тысячелетник, есть же такая травка. А вторая зверобой. Сейчас. Тысячелетник. Тысячелистник. Все-таки тысячелистник. Трава тысячелистник напополам с травой зверобой. Вы понимаете, вся моя проблема заключается в том, что я все это знаю. Я могу давать советы и так далее. Но годы дополнительной информации чуть-чуть меня там сбивают. Ну и давно не пользуюсь вот объемами памяти, и поэтому рецепт этот нахожу, вычленяю его и могу там спутать тысячелистник с тысячелетником, еще с чем-нибудь. Бывает. Кстати, использование тысячелистника совместно со зверобоем убирает цистит и убирает частые походы в туалет по-маленькому. Также могут помочь убрать подписывание в случае, если оно происходит. У нас великолепный просто есть препарат, прям великолепный. Я его обожаю. Он называется у нас называется энуретин. Сейчас я его найду и прочитаю о нем. Энуретин. Энуретин – лечение недержания мочи. В нем находятся определенные экстракты, экстракты зверобой, тысячелистник. О, видите, тысячелистник. Зверобой, тысячелистник, подорожник и можжевельник. И шиповник, и почки березы. Зверобой, тысячелистник, подорожник, укроп, можжевельник, шиповник, почки березы. Это в комплексе убирает проблемы недержания мочи, которые могут увеличиваться из-за возрастных изменений там, таза, слабость мышц малого и тазового дна, старение в коре головного мозга, атеросклероз, ослабление сфинктера мочевого пузыря, ну и так далее. То есть это все и приводит к тому, что часто человек встает в туалет по-маленькому. ВИЧ, здравствуйте, дорогой Андреевич. Объясните, что такое ВИЧ, ваше мнение, почему некоторые ученые заявили, что ВИЧ, то есть такой вирус, не существует. Поможет ли от него шум от вирусов? Нет, нет, не поможет. Дело в том, что вирус иммунного дефицита – это вирус, который досконально на сегодняшний день изучен. А вот как его можно определить, есть определенные показатели крови,
ходе которых и вирус можно выявить. Этим вирусом, выявляя данный вирус, можно инфицировать кого-либо. То есть, если взять кровь человека, у которого вирус иммунного дефицита, и взять эту кровь и влить в человека, который здоров, то тот человек, который здоров, начинает болеть вирусом иммунного дефицита человека. Иммунный дефицит человека начинается с снижения интерлейкинов и Т-киллеров, которые исчезают. Таким образом, организм начинает, перестает, его иммунитет перестает работать. Что происходит? Ну, естественные заболевания человека, которым человек должен болеть там, в естественной форме, там вирус перенесен или еще что-то, переходят в хронические заболевания. То есть человек начинает без барьера своего иммунитета не справляться с огромным количеством заболеваний. Так обычный вирус для обычного человека это может быть там одна-двухдневное недомогание, на которое даже никто не обратит внимания. И для человека, у которого вирус иммунного дефицита, может являться совершенно катастрофой. На сегодняшний день есть ряд работ, есть ряд работ. Есть ряд работ. Вот. Фармакологическая активность бетулиновой кислоты. Природный пентациклический тритерпеноид. Содержится в коре березы, там бла-бла-бла. Бетулиновая кислота и ее производные обладают противовоспалительной, противоопухолевой и анти-ВИЧ активностью. Работа Пиша метод for селективного уничтожения меланомы, используя бетулиновую кислоту, написано медицинский реферат 1995 года 1046-1051. И вторая работа Фуджока, компромиссные методы лечения синдрома иммунного дефицита инфекции. Работа называется, написана в Национальный медицинский журнал в 1994 году, страница 243-247. Здесь сказано об антивич-активности препарата и его ярко выраженного ВИЧ-активности. В 1055-м отметили, бетулиновая кислота это селективный ингибитор меланомы в организме. То есть ингибитор это тот, кто приводит к апоптозу. Апоптоз это смерть. То есть условно здесь написано, селективный ингибитор это тот, который селективно, выборочно влияет на клетки опухоли и убивает их. Также доказали, что бетулиновая кислота способна вызывать апоптоз нейробластомы. У человека в моделях систем, ну, там, и заболевшего человека, и навязанной вот такой вот инвиво, инвитро. В свое время она подвергалась разработке в качестве лекарственного средства при сотрудничестве компании Rapid Access с программой разработки мер вмешательства Института онкологии США. Также обнаружили, что бетулиновая кислота при исследованиях инвитро, что это обозначает? Исследовали, и в тот момент, когда проводили исследования, то одним людям давали плацебо, а другим людям давали этот препарат. И доказали, что плацебо не оказывало влияния на человека, а инвитро, то есть не плацебо, давали. Выступает против нейроэктодермальных, то есть это саркома Юинга, нейробластома, и злокачественных опухолей, это ну там, ладно, неважно, карцином яичников, лейкемии, злокачественной чешуйчатой карциномы головы и шеи клеточных линий, там таким-то при раке эпителия, таких как молочной железы, рака толстой кишечники, мелкоклеточного рака, легочного, почечной клеточной карциномы, при лейкемии Т-лимфоцитов, это лейкоцитозе и миелоцитозе. Эффективность лечения бетулиновой кислотой. И вот есть ряд работ здесь, знаете, и здесь есть ряд работ,
если на них обратить внимание, это целые циклы работ, вот Ксюни, Лью, там бла-бла-бла, Изасаки. И вот я какой-нибудь сейчас открою работу и вам прочитаю. Апоптоз, опосредовательно 23 гидроксибутилиновой кислоты сопровождается снижением экспрессии и активности тепломеразы в клетках карциномы. То есть вот очень много здесь есть исследований, которые связаны в том числе и использование бетулиновой кислоты, но только если она настоящая и чистая, при лечении синдрома вируса иммунодефицита человека. Почему на сегодняшний день данный препарат не используется? Дело в том, что выделение бетулиновой кислоты процесс сложный. И вот мы взяли, как бы моя компания взяла на себя возможности это делать. Но дело в том, что медицина сама по себе устроена так. Продается или пытаются создавать препараты, которые будут иметь невероятную низкую стоимость. Почему? Вся наша медицинская система, она устроена по принципу содержания огромного количества, ну, такой мега сложный маркетинг. То есть, когда человек производит препарат, он должен этот препарат иметь низкую себестоимость, потому что нужно платить провизору, который отвезет там в компанию. Компания предложит другим компаниям. В этих компаниях отвезут провизоры в аптеку. В этих аптеках нужно обучать людей. И это все растягивается, получение денег от продажи таких препаратов растягивается на длительный период. И за счет того, что много очень посредников в этой системе, дорогие препараты применять неинтересно. Поэтому препараты, которые могли бы быть эффективными, ну, допустим, эффективный препарат нейроплакин, допустим, но его не используют, то есть он там очень дорого стоит. А что используют там? Доксирубицин. То есть вот разница в химиотерапии, хотя один препарат более экологичен, более там, лучше работает и так далее. Но стоимость одного будет стоить там $1500, в тот момент как другого там за терапию там, ну, $70. То есть разница такая колоссальная. И точно так же и здесь. Когда начали исследования, то определили, что в действительности данный препарат, он экологичный, он не влияет, он помогает, ну, при аллергии хорошо себя показывает, при при заболеваниях гепатитов, при вирусных заболеваниях, даже при заболеваниях ковид там и его различных форм. Но использовать его в медицине неинтересно. Почему? Объявление или вердикт такой: из-за его дороговизны. Все, конец. Получается, если я как производитель его произвожу и продаю дорого, то я его произвожу и продаю дорого без посредников. А если я его буду уже продавать через медицинские системы, то нужно его умножать ровно на 100. Таким образом, он неинтересный становится. Его производство действительно очень дорогое, и это не дает возможность его широкого применения. Но вы можете данный препарат приобрести у меня. Есть уже такие показатели, как улучшение показателей при применении при сахарном диабете первого типа, при заболеваниях Эпштейна-Барра, при заболеваниях вируса, при онкологических заболеваниях есть очень-очень хорошие результаты при применении данных препаратов. Имейте всегда у себя дома баночку бетулиновой кислоты. Только насморк, только простуда, одна таблетка или две таблетки, и вы на следующий день здоровы. Это лучше, чем все, что до этого придумано вообще нашей медициной. Бетулиновую кислоту приобрела 75 плюс 150. У меня карцинома, я постоянно на препаратах, эндоксан. Сколько бетулиновой кислоты надо пропить? Хоть примерно, перерывы нужно делать. Бетулиновая кислота безопасна. Ее можно без перерыва применять. Минус единственный от бетулиновой кислоты немного, прямо вот очень-очень чуть-чуть можно поправиться. Почему? Дело в том, что при стимуляции иммунитета человек может поправляться. Можно ее беспрерывно принимать полгода, 7 месяцев, 10 месяцев. Все безопасно. Она не накапливается на почке, не воздействует слизистые, не раздражает. Воздействует только как ингибитор разрушения клеток карциномы там, и так далее. Эндоксан хорошо, это гормональный препарат.
Простите за много вопросов. Я купила моей маме бетулиновую, она в капсулах. Моя мама неонка на коже не может проглотить капсулу, вскрывает ее и пьет соком. Это правильно? Правильно, да. Это безопасно совершенно. Безопасно. Дочери 30 лет, нерегулярные месячные. Чем можно помочь? Спасибо за труд. Берете, называется у нас фема, фема сан. Щас. Да, фемосан. Берете спрей такой, называется фемосан. И 1 чайная ложка на 1 стакан теплой воды. И девочка перед сном спринцуется. Не надо большой спринцовкой, можно маленькой спринцовкой. Спринцуется. Все это время на протяжении 1 месяца пусть применяет препарат дисменора. Дисменора. Есть такой препарат дисменора. Называется препарат дисменора, нормализация менструального цикла, нормализация выработки гормонов женщины. Не гормональный препарат. Он состоит из эфирных масел, натурального масла, корицы, базилика, душицы, имбиря, лаванды, мяты, каяпута и жасмина, которые очень успешно восстанавливают гормональный процесс женщины и очень поможет. Не слушайте врачей, которые говорят о том, что синдрома иммунного дефицита нет. На сегодняшний день есть данные, называется компания информационный мировой бюллетень, глобальная статистика по вирусу иммунного дефицита. Вот оно обновилось, и я вам сейчас прочитаю. Общемировое число людей, живущих с ВИЧ, иммунодефицитом человека, на 2022 год, еще нет, на 2021 год составило 33,9 миллионов человек-43,8 миллионов человек. То есть среднее статистическое это 39 миллионов человек. Число новых случаев инфицированных ВИЧ составило 1,5-2 миллиона человек. Число, дальше самое страшное, число людей, умерших от связанных со СПИДом болезней в 2021 году составило 860 тысяч человек. 28,7 миллионов человек получили антиретровирусную терапию. 84 миллиона человек инфицировались ВИЧ с начала эпидемии. 40 миллионов человек умерло от связанных со СПИДом болезней с начала эпидемии. В 2021 году число людей, живущих с ВИЧ, составило 38 миллионов. Это 36 миллионов взрослых, 15 лет и старше. 1,7 миллиона детей в возрасте до 14 лет. Женщины и девочки составили 54% всех людей, живущих с ВИЧ. 75% знали свой диагноз. Около 6 миллионов людей не знают о том, что они живут с ВИЧ и узнали это в 2021 году. Понятно. Новые случаи инфицирования сократились на 50% с 1996 года. Число новых ВИЧ-инфекций составило, ну и так далее. Смертность высокая. Ключевые группы риска во всем мире больше всего болеют в Африке. Риск инфицирования ВИЧ. 35 раз выше людей, употребляющих инъекционные наркотики, в 30 раз больше секс-работниц секс-бизнеса, 28 раз больше среди мужчин-гомосексуалистов, 14 раз больше среди трансгендерных женщин, чем среди совершеннолетних женщин. Женщины. Еженедельно 4900 молодых женщин инфицируются ВИЧ. Поэтому очень много людей глобально болеют синдромом иммунного дефицита. Эта болезнь, она исследована, она четко имеет вирусное происхождение, и это доказано. Поэтому, когда вам буду говорить, что этого нет, то скажите это вот этим 38 миллионам, которые этим болеют. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Упала со стула и очень болит палец на левой ноге. Как понять, может, сломала палец на ноге? Если
палец не шевелится, то он сломан. А вообще, если упали, не занимайтесь самолечением. Едьте к травматологу и пусть вам окажут первую помощь. Для того, чтобы болело меньше, принимайте противовоспалительные препараты, зафиксируйте палец, смазывайте там, можно альма-гелем или вольтарен-гелем или диклофенак-гелем. Принимайте внутрь мовалис или диклофенак, противовоспалительные препараты. Врач обязательно. То есть к доктору вам придется все равно, доктора все равно придется посетить. Ну, не придется, а нужно посетить. Это важно. Не придется, а нужно посетить. Ой, ой, не то, не то. Эй, возвратайся сюда, обратно. Так. В'язаний мир з Тетяною. Здоровенькі були Андрій Андрійович и все участники. Правильно поздоровались? Неправильно. Говорите на том языке, на каком умеете. Виталий Павленко. Нас тут бомбят. Какая тибетская формула? О чем вы, друзья мои? Жизнь устроена по принципу жизни. Если, ну вот бомбят, и что? Вы участвуете в бомбежке? Или вы сидите в подвале? Вас бомбят, это что, нужно спрятаться и все? Наоборот, активная позиция жизни, в ходе которой человек все равно продолжает работать, все равно продолжает помогать. О чем вы говорите? Кто же поможет людям? Давайте пусть все сейчас станут, спрячутся в подвал и перестанут работать. И заплачут, обнимут друг друга. Надо жить, жизнь продолжается. Надо жить. Никто не отменял болезней, срачек, никто не отменял запоров, никто не отменял. Кто будет помогать этим? Вот бабушки сейчас находятся, они вообще там из Узбекистана или там где-то находятся как беженки. Антибиотики они не купят, и тоже они страдают от того, что там домой вернуться не могут, и у них там палец болит. Кто им должен помочь? Кто? Кто им? А им сейчас врач это куда-то ехать, не зная язык и так далее. Ну вот они придут куда-то, я говорю, вот Вольтарен гель или аналог какой-то попросит, ей дадут, помажет, да болеть хоть не будет. Кто ей поможет? Не понимаю я. Надо обняться и плакать, и страдать. Вязаный мир с Татьяной, очень обожаю вас, обязательно куплю. Для печени при гепатите Б препарат бетулин и гепофит. Можно ли вылечить воспаление лечения лицевого нерва эзотерически? Можно, если представлять нерв и его залепливать белой глиной. Найдите такой вебинар, называется «Лечение белой глиной». Любовь Коновалова. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, друзья. Спасибо, Андрей Андреевич. Слава Богу, что вы у нас есть. Спасибо. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У меня нижнее давление высокое. С чем это связано? Это связано со спазмированием сосудов. И как раз вот это давление и показывает нам просвет в наших сосудах, насколько он там хорош или плох. Там писала женщина: Андрей Андреевич, помогите, очень воспалились вены на ногах, ничего не могу с этим сделать, что же предпринимать? Вены на ногах воспалились, лечите их медом. Берете полоску ткани, смазываете медом, желательно темного цвета, вот гречичный есть такой мед. И обертывание делайте на целую ночь, вот медом к телу и сверху там бинтом. И после этого увидите, желательно это делать вот как раз начиная с полнолуния и на снисходящую луну. Почему-то это лучше работает. Вот если так делать, очень помогает. Прям хороший рецепт. Сыну 25, с рождения ставят атопический дерматит, аллергия на яйца и фундук, арахис. Часто высыпание на задней части. Посоветуйте, что принимать. Принимайте аллергонорм, 2 таблетки 2 раза в день. Препарат цитрокальцимин, 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. Бетулиновая кислота, 1 таблетка 2 раза в день. Сода, 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. Принимайте 30 дней. Через 30 дней вот этот диагноз вам можно будет снять.
350 микрограмм цинк, 30 дней без рецепта врача принимаю. Не вредно? Вредно, потому что это может привести к появлению язвенного заболевания. Аккуратно. 350 миллиграммов цинка – это большая доза. И мигрень сильная. Чем лечиться? Мигрень сильная является следствием спазмов сосудов на фоне на фоне невроза. Поэтому лечить нужно невроз. Каким образом? Можно мяту попить, хмель. Ну, есть вот такие травки. Возьмите мяту, хмель, зверобой. Смешайте между собой. Заваривайте 1 столовая ложка на стакан воды 2-3 раза в день. Прикладывайте во время мигрени, возьмите вьетнамскую звездочку и смазывайте лоб от виска до виска. Болит очень сильно поджелудочная железа. Делите руку на 2 части от большого пальца к локтю и на самом высоком бугорке надавливайте очень сильно. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, как вылечить искривление лица после инсульта? На тряпочку мед и прикладывайте к лицу. На тряпочку мед и прикладывание к лицу на 2-3 часа даже вот так. Безопасно. Добрий день, Андрій Андрійович. Мама назначають операцію. Потрібна ваша консультація. Чи можливо вилікуватися без операції? Не знаю, Таня. Попробуйте связаться, только сделайте это через сайт. Этот сайт называется tibetan-formula.com. Сейчас сайт вам отправлю. Вот это сайт компании. Сейчас сайт компании. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Иногда перед сном ком в горле, нехватка. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Иногда перед сном ком в горле, нехватка воздуха, анализ щитовидки норма. Это у вас паническая атака, она так и проявляется. Мой совет: гуляйте перед сном, дышите глубоко в живот. Как помочь блуждающей боли в суставах? Скорее всего, это ревматоидный артрит развивается, и вы его ощущаете. Не так легко справиться с ревматоидным артритом, но первые вот такие у вас, наверное, первые показатели того, что пора обращаться к врачу, уже появляются. То есть ревматоидный артрит нужно выбрать для себя стратегию помощи. Обычно это начинается с ревматоидный артрит нужно выбрать для себя стратегию помощи. Обычно это начинается с сдачи анализов крови. Какие это анализы крови? С-реактивный белок, антистриптолизин, ревмофактор. И после этого, в случае, если у вас там антистриптолизин высокий, там антибиотик, или с-реактивный белок, может гормональный препарат какой-либо. Одним словом, это обращение однозначно к врачу. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Принимаю бетулин, который некоторое время кружилась голова. Гипертоник, болит плечо. Помогите, пожалуйста. Смотрите. Для того, чтобы гипертония не появлялась, пропейте коэнзим Q10. Далее, для того, чтобы голова не кружилась, она всегда кружится на фоне того, что у вас гипертония, пройдите курс массажа. Обязательно, очень часто такие заболевания, как гипертоническое заболевание сердца, там аритмия, экстрасистолия и даже апноэ можно вылечить просто за счет массажа. Просто массаж должен быть постоянный, то есть в неделю 2 раза, ну хотя бы 10 недель. Вот если сделать, ну хотя бы 20 массажей, то можете их сделать на протяжении 2 месяцев. Можете сделать на протяжении 1 месяца, но увидите, гипертоническое заболевание отступит. То есть если препараты от гипертонии не помогают, то массаж 100% помогает. Инсулинорезистентность. Препарат называется жир-стресс, гликоцитрохромин и глюконорм при инсулинорезистентности. Лопаются сосуды в глазу. Хочу знать причину кровоизлияния.
Это макулодистрофия. На фоне макулодистрофии всегда происходит кровоизлияние в глазу. Это отчасти еще и недостаточность цинка. Я считаю, что если принимать, то можно улучшить общее состояние. Дальше. Здрасте. Подскажите, пожалуйста, чем можно убрать избыток норадреналина вашими препаратами? Избыток норадреналина нужно убирать препаратом мускус и трибулус. Мускус и трибулус. По одной чайной ложке мускуса один-два раза в день можно с водой. И трибулус одна таблетка 2 раза в день. Большой живот, аналогично жир-стресс и трибулус. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Хотела спросить, как лечить суставы ног на погоду ноют. Спасибо большое. В случае, если ноги ноют на погоду, это говорит о том, что есть ревматизм. Для того, чтобы избавиться от него, пропейте препарат Гемортан моей компании. 2 таблетки 2 раза в день на протяжении 1 месяца, и вот таких симптомов больше не проявится. КТ делаю каждые 3 месяца. Перед этим были химия, операции. Мои сосуды уже в плачевном состоянии. Попрятались. Как и чем им помочь подешевле? Берете чеснок и мед. Выдавливаете из чеснока сок. 1 чайная ложка вот такого сока на где-то 4 столовые ложки меда. Перед сном 1 чайную ложку вот такой смеси вы съедаете утром и вечером. Второй вариант. 1 столовая ложка меда, 1 чайная ложка яблочного уксуса на стакан теплой воды. Пить утром и вечером. Если давление низкое, то разрешается добавить еще пол-чайной ложки растворимого кофе и чуть-чуть лимона. Если болит палец на ноге, там есть простуженное место или плечо, поприкладывайте просто или посмазывайте обычным камфорным спиртом. Просто камфорный спирт. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Хочу вам сказать огромное спасибо за ваш совет. Неделю назад спрашивала, как лечить розовый лишай. Ваши советы помогли. Пятна с тела исчезли. А я советовал там синим изюмом, да, мазать. Поставлен диагноз Симвизит, беременность 27. Подскажите, какие препараты принимать, либо аптечные препараты, либо народные средства. Не могу, зайчик мой, не могу. Пусть врач занимается, я, к сожалению, не смогу ей помочь, не могу брать ответственность на себя. Спасибо огромное, Андрей Андреевич, за обратную связь, за ответ. Желаю вам и вашей семье, вашим детям самого хорошего, крепкого здоровья. Спасибо. Как лечить лимфостаз? Лимфостаз– сложное заболевание. Лимфостаз необходимо, невозможно вылечить лимфостаз, не голодая. Необходимо брать один день, допустим, либо четверг, либо вторник, и на протяжении дня ничего не есть и не пить. В это время взять хозяйственное мыло, намылить воду и вот этой водой намыленной пеной натирать место лимфостаза. При лимфостазе очень хорошо устраняется лимфостаз в случае, если принимать семена льна. То есть их заваривать, 1 столовая ложка на стакан воды, после остывания съедать вот 1, 2 или даже 3 раза в день. Семена льна, семена укропа и семена белого тмина. Тоже делают из них порошок. 1 чайная ложка смешивают с молоком и тоже выпивают. Вкусно получается. Я слышал, когда-то рассказывала одна женщина по поводу травы мыльнянки. Она говорила, что вылечила лимфостаз после оперативного, после удаления груди на фоне онкологии, был нарушен ток лимфы, появился лимфостаз руки, и она не могла никак с этим справиться, и ей посоветовали использовать мыльнянку. Не могу, к сожалению, сказать, в каких пропорциях. Ну, по-моему, 4 столовые ложки на литр кипятка.
И вот она говорила, что она и смазывала этим, и пила, и вот ей помогло. Опять-таки хочу сказать, что если вы найдете такой рецепт, используйте. На самом деле я не несу никакой ответственности, ну, могу что-то забыть. Как лечить НРС у ребенка? Нашим препаратом энуретин. Ігор Крук. Вітаю вас, вчителю з Тернопільщини. Бажаю успіху у творчій роботі, а вами порадьте, як відновити на рані втрачену шкіру на ягодиці в розмірі горіха, щоб була еластична та не тріскалася. Потрібно взяти живицю з сосни та зробити так. 1 стакан олії оливкової, 50 грамів 50 грамів воску пчелиного, бджолиного. Далі 1 столовая ложка живицы еловой и 1 чайная ложка канифоля. Это все варится, пока не растворится, потом отцеживается, в холодильнике хранится. И вот это место смазывайте 2-3 раза в день. Называется белая мазь с канифолью. Приступы зевоты до слез. Чем можно, чтобы избавиться? Давление проверять. Это у вас гипертония. Когда вы вздыхаете так, то сердце пытается сжаться, а ей не хватает, потому что объем сосудов уменьшен, объем сердца увеличен и, получается, не дожимается. Вот смотрите, мы когда зеваем, то сжимается сердце. Когда не дозеваем, то не может сжаться. Почему? В тонусе сердца. Это нехорошо. Что можно попринимать? Коэнзим Q10, тератозин мой препарат, тонизон, вернее, не тератозин, коэнзим Q10, тонизон. А лучше всего проверить артериальное давление, и пусть врач вам назначит либо там препараты, там триплексам, или просто адреноблокаторы, либо там мочегоны и так далее. То есть все, что там придумает. Здрасте, огромное спасибо за советы. У мамы грыжи в пояснично-крестцовом отделе. Ходит при помощи ходунков. Какие препараты принимать? Вертебрализ, мазь Габана и препарат Вертебралис вовнутрь. Далее можно мед прикладывать. Берете мед напополам с солью, мешаете в меду соль, чтобы в пену взбить. И на холщовую ткань такую приложить к месту, где есть боль. С чем это связано? Вот специально я готовился сегодня. Здесь есть у меня табличка такая. Где болит и от чего болит. Смотрите. Если болит под левой лопаткой у человека, то это у человека поджелудочная. Если под правой лопаткой поджелудочная. Если под левой сердце. Если внизу левой лопатки желчный пузырь. Если поясница болит в самом низу, то если болит в поясничном крестцовом отделе, то это связано с тем, что у человека есть воспаление почек и мочевого пузыря. Так что у вашей мамы, скорее всего, воспаление почек мочевого пузыря, поэтому и грыжа сформировалась, из-за этого ей и нехорошо. Что нужно сделать? Убрать сладкую пищу, попринимать препараты. Можно там, какие там есть препараты медицинские, там есть у нас нефро, как он называется, нефро. Вот, канифрон можно пропить в каплях, лиспифрил, нефродол, ножпу хорошо попить. 5 ног есть такой, афлазин, блемарен, канифрон, лиспифрил, нефродоп, ножпа из наших препаратов. Нодикс, препарат Ренокс, Ревилака. Как вылечить цистит? Препарат Цистонорм.
Здрасте. Скажіть, будь ласка, як правильно приймати мускус? Ми з чоловіком вже п'ємо по 5 капель один місяць 2 рази в день, нам по 62 роки. Мускус принимать пол чайной ложечки на стакан воды 1 раз в день. Вот так. А капли это очень мало. Хотя тоже подходит. Можно принимать и по 5, и по 10 капель. Все в порядке. А, Чем интересен мускус? Мускус, когда человек вырастает, у него перестают выделяться половые гормоны. Это все приводит к нарушению деятельности надпочечников, почек. Нет половых гормонов, не выделяется потом адреналин, не стимулирует работу сердца, ну и много с этим связанных проблем возникает. Если у человека исчезают половые гормоны или уменьшаются, то появляется заболевание щитовидной железы, поджелудочной железы, ожирение, асциты, ну и так далее. Для того, чтобы этого не было, достаточно попринимать мускус. Даже в такой дозировке, о которой вы говорите, тоже хорошо. Спасибо, Андрей Андреевич, слава Украине. Героям слава, смерть врагам. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как устранить или вылечить слезоточение, слезотечение? Слезотечение может быть связано, это мокрый глаз. Можно попробовать убрать просто обычным цинком. Принимайте препараты цинка. Также есть препарат такой, называется Офтар моей компании и селен. Селен 1 столовая ложка 1 раз в день, можно селен аптечный. И Офтар по 2 таблетки 2 раза в день. И цинк обязательно, прям обязательно, обязательно. Как понять, сломала палец на ноге? Если не пройдет боль в течение 5-7 дней, то нужно что-то делать. Вообще, в случае, если палец переломан или поломан палец, то происходят воспалительные процессы мышечных тканей, миозит. И вся нога становится такая дубовая, деревянная. В случае, если у вас просто вывих или удар, то то вся нога не становится твердой, а синеет в определенном месте, там, где находится ушиб. Вот в случае, если вся нога вспухла и потвердела, тогда к врачу обязательно. Но меня удалили подвздошную часть кишечника, и у меня очень частый жидкий стул. Что мне делать? Найдите пепсин, которым сквашивают или сбраживают молоко. 1 чайная ложка этого пепсина на стакан воды. Пейте 1 раз в день, через день на протяжении 10-15 дней. И вот такой диареи не будет. Дальше. Сегодня я хочу сказать, что у нас на сайте Тибетан Формула, на нашем сайте изменились цены. Я дал распоряжение, и на сегодняшний день немного снизили наши цены. Я это сделал, потому что доллар растет, у людей нет возможности лечиться, покупать. То есть то, что у нас стоило там $12, начинает стоить $10, то, что 17, там $14, то, что у нас там стоило $12, 10. Одним словом, где-то гривен на 50-60 за один препарат снизили цену. Поэтому можете переходить, приятно будете удивлены, будет для вас сейчас больше возможностей. Чем поддерживать нормальное давление и сердцебиение пожилым родителям. Лекарства и лечение в больнице не всегда помогает. Первое, массаж обязательно. Второе, давайте им омега-3. Второй препарат это коэнзим Q10. И давайте им тонизон, мой препарат, по 1 таблетке 2 раза в день. Болит плечо и шейный отдел позвоночника, есть грыжи, чем лечить? Массаж обязательно, смазывать мазью вертебралізовой, принимать препарат вертебраліз. Дякую за відповідь по мускусу. А який період часу треба приймати? Можна приймати рік. Це безопасно, не знаю, как правильно на украинском. Мне легче на английском разговаривать.
Доброго дня, Андрій Андрійович. Синові 37, в нього стафілокок нариває. Пропиває часто гемортан, зараз шея і голова в прищах. Скажіть, будь ласка, що можна ще пропити? Гарно вам за відповідь дякую. Будь ласка, возьмите серу обычную, пищевую. 1 чайная ложка серы запить водой. Пусть принимает утром и вечером. Также пусть попринимает, называется это, называется пивные дрожжи. По одной таблетке 2 или даже 3 раза в день. Но сера 100% уберет. Прям очень-очень быстро. Как вылечить боли при болезни Бехтерева? Болезнь Бехтерева вылечить невозможно. А вот боли устранить возможно. Каким образом? Скипидаровые ванны. Почитайте скипидаровые ванны по Залманову и попринимайте. Очень хорошее действие, прям вот рекомендую. При артрите, при артрозах скипидаровые ванны это чудо-чудо. Слава Украине, Андрей Андреевич, омега-3 лучше с триглицеридами. Не обязательно, омега-3 само по себе достаточно для того, чтобы улучшить состояние печени. Триглицериды не нужны. Вы сейчас продиктовали препарат это пить, но от чего это лекарство хотела узнать, если женщине хочется мужчину в 58, то есть ли у нее гормональное нарушение? Нет, конечно. Я считаю, что женщина всегда должна хотеть мужчину, даже в 98. И это нормальное и естественное состояние. В случае, если у женщины есть желание, это хорошо. В этом ничего плохого нет. Это жизнь. Что же делать? Знаете, многим не хочется. У мамы была онкология, говорят, что массаж нельзя делать. Какой массаж от давления? А, Безопасно. Можно при онкологии делать массаж. Нельзя делать при онкологии парилку. Нельзя загорать, парилку. А так все нормально, все можно. Що порадити від косоокості 24-летнему хлопцу? Есть такой корень щавля, 1 столовая ложка на стакан воды заваривается и пьется. Вот, а утром и вечером. Потом есть незабудка, такое растение. Вот незабудка это, она собирается, высушивается, 1 столовая ложка на 1 стакан воды пьется 1 раз в день. Это вот такие народные способы. Как справиться с хеликобактером. Есть такое видео, называется «Дуйко о хеликобактере». Посмотрите, там я очень подробно рассказываю, почти час об этом. Дякую за те, що ви є. Почали боліти м'язи, сустави і тільки вночі в одні години з 2 до 3. Это артрит, он так и развивается, начинает по ночам болеть. Вот ванночки со скипидаром по Залманову. Второй вариант, мой препарат Артрамин и артраминовый спрей еще. И есть еще препарат такой бетулиновая кислота и инстамакс. Это все для повышения иммунитета, а вообще болят, потому что иммунитет снижается. От чего белый налет на языке, в чем причина, как устранить? Белый налет на языке, как правило, это связано с панкреатитом, то есть это хронический панкреатит. Чем необходимо устранять панкреатит? Препаратом Панкрисор в моей компании, 2 таблетки, 2 или даже 3 раза в день. Чего не любит поджелудочная железа? Она не любит жареные картошки, крахмала, вот ничего такого. А что любит? Как ни странно, поджелудочная железа любит не кислое, не сладкое, не соленое, все нейтральное такое, очень хорошо кашку, там овсяную, рисовую, такую, чтобы была чуть-чуть даже такая липкая. У меня часто забиваются слезные железы, капает из носа, не насморк. Как прочистить? Полоскайте рот оливковым маслом. Цедите сквозь зубы и сплевывайте. Первую неделю, когда будете делать, ощущения никакие. То есть ничего не помогает, никак не действует. А потом в какой-то момент прямо так раз и исчезнет в один момент. Что можно сделать при воспалении седалищного нерва? Спасибо за ответ. Помогут мази с ядом пчелиным или кабриным, вот таксокаброловая раньше была такая, таксокабрин, производство Вьетнама. Ну, от чего это происходит? Это, как правило, происходит из-за воспалительных процессов печени. Ну что,
Здравствуйте, дайте совет. Сыну 8 лет, часто болеет трахеитами. Буквально 2 недели здоров, 3 недели болеет. Есть два препарата моей компании. Пропивайте его месяц. И потом на протяжении года вообще не болеете. Это трибетин и бетулиновая кислота. Бетулиновая кислота одна таблетка раз в день, трибетин одна таблетка раз в день. Пропивайте ровно месяц каждый день. И потом целый год забывайте о том, что у вас когда-то были где-то простудные или вирусные заболевания. Здоровым быть легко поможет вам Дуйко. С вами был а, собственно, я, на защите вашего здоровья, на защите ценностей здоровья. Переходите на мой сайт tibetanformula.com. Сейчас выпущены моей компанией новые препараты. Это коэнзим Q10, омега-3,6,9, лецитин, бетулиноксид, коллаген, панкресорб. Также есть бетаин от сахарного диабета препарат. Великолепный, худеешь от него очень быстро. Если нужно кому-то похудеть, рекомендую. И великолепные новые препараты ожидаем на следующей неделе. Это новая мазь от витилиго и псориаза, будет называться Родопи. Сейчас проходят гигиенические исследования. И второй препарат – это снотворное для рассасывания. Вот как у нас есть лизам препарат такой, так есть снотворное. То есть человек ложит таблетку, кладет таблетку в рот, ложится спать и ровно через 5-7 минут засыпает, приятно высыпается. Великолепная такая таблетка с таким не очень приятным запахом табака. Тем не менее, очень эффективная и очень помогающая заснуть. Могу сказать, что потрясающая получилась снотворная, прям потрясающая. Всем людям, у кого есть нарушение сна, ожидайте уже до конца недели или со следующей недели появится у нас данный препарат. Отдельно по данному препарату проведу вебинар. Также хочу сказать, что с завтрашнего дня начинается семинар, который называется семинаром «Целитель» или целительство, где я на протяжении 10 дней утром и вечером буду работать с людьми как целитель. Называется девятое целительство, будет здоровье, будет будущее. Это такой своего рода марафон. То есть по 2 часа утром и вечером мы будем работать с собой, работать над собой и работать над тем, чтобы улучшилось у вас ваше здоровье, ваше самочувствие, и так далее. Рекомендую сделать фотографию до начала марафона и после начала марафона. Потрясающий, мегаэффективный марафон. Приходите, и я помогу вам быть здоровым, молодым и так далее. И все остальное. И счастливым, наверное, нужно сказать. Снотворное будет называться Соник. Еще раз до свидания. Будьте здоровы.